Всем привет из Мерсина, меня зовут Виолетта Озеркан, и вы на канале Vita Imlak. Сегодня мы смотрим вот эту квартиру. Она находится в районе ТГ, в комплексе Lavinia Life. Она полностью обставлена мебелью и техникой, практически готова к проживанию. Можно просто зайти с чемоданом и располагаться и здесь жить. Комплекс Lavinia Life – это такой малоэтажный комплекс, здесь всего 7 этажей. Мы в свое время продавали в нем квартиры от застройщика. Здесь очень много проживает, кстати, наших клиентов, они русскоязычные, поэтому вам будет с кем здесь пообщаться. Здесь пешая доступность до моря. Вот, не знаю, сейчас камера, по-моему, засвечивает, да, не видно. Здесь есть вид на море, на самом деле, из балкона. Вот. Сейчас видно, да, и видно, как оно, насколько оно близко находится. Прямо по прямой вы выйдете на пляж, на набережную. Район ТГ сейчас очень развит в плане инфраструктуры. Здесь, кстати, есть русскоязычные кафешки, где устраивают различные там коворкинги. Можно встретить, просто пообщаться с, как сказать, на русском языке, да. Можно просто прийти вкусно покушать. Там постоянно какие-то мероприятия они организуют, ребята. В районе ТГ очень хорошо развит транспорт. Сам район относится к большому макрорайону Мезитли, и вот до центра Мезитли, например, до Соли, здесь буквально 10 минут на общественном транспорте. До торгового центра Форум здесь гораздо ближе, чем если бы мы рассматривали район Тумюк и Арпач-Бакшиш. То есть этот район, скорее всего, подойдет тем людям, которым скучновато в Тумюке и в Арпач-Бакшише, хочется жить ближе к центру, но в то же время здесь квартиры дешевле, чем в центре. Вот если мы рассматривали бы сейчас с вами район Мезитли и подобную квартиру 2+1, она будет гораздо дороже. Так, сейчас мы с вами посмотрим саму квартиру, потом прогуляемся по территории комплекса, съездим на набережную, прогуляемся по набережной, посмотрим набережную и пляжи в районе ТГ. Хочу начать прямо вот с прихожей, можно сказать, вот прямо с порога заходишь, здесь видно море. Такой приятный бонус. Ну, теперь пройдемся по самой квартире, я немножечко сейчас вот так вот, чтобы было удобнее, да. Здесь вот гостиная, начнем мы прямо с прихожей. В этом комплексе есть газовое отопление, причем хозяева оформляли газ, они купили газовый котел, это вот большая экономия на самом деле. Здесь уже есть газовый котел. Вот такая вот здесь прихожая у нас. Вот сюда мы поворачиваемся, здесь располагается гостиная, есть дополнительное окно торцевое. И это создает циркуляцию хорошую воздуха. Вот сейчас вот на улице на самом деле жарко. Мы сейчас вот открыли все окна здесь. И такой приятный сквознячок. Вот. Обеденная зона, да, здесь располагается. Все, что вы видите на видео, все это будет входить в стоимость квартиры. То есть вся вот эта крупная техника, мебель и так далее. Вот здесь есть такой небольшой двухкамерный холодильник фирмы Altus. На кухне тройка. Да, стиральная машина вот здесь установлена тоже на кухне. Вот. Ну, какие-то мелкие вещи хозяева сказали, что заберут, какую-то мелкую технику, например, чайник там электрический и так далее. А вся крупная техника и мебель, все это остается. В этой квартире есть один кондиционер, он находится в гостиной вот здесь. Также вы видите небольшой угловой диван. Обеденный там стол, да, занавески на окнах, да, тюли, занавески. Вот здесь у нас располагается балкон, здесь 6 квадратных метров. И вот здесь на балконе есть как раз-таки установлен газовый котел. Вот труба. Можно посмотреть вокруг, да. Вот эта вот дорога, она как раз ведет туда на море, на набережную. Чуть-чуть видно территорию здесь сверху. Мы сейчас еще спустимся, посмотрим. Вот детская площадка и бассейн виднеется. Вот, территория небольшая, но очень уютная. Так, а теперь мы посмотрим с вами спальни. Вот так вот расположены спальни. Первая спальня. Вот, сразу видно, что здесь, насколько она просторная. То есть здесь вот мы видим, поместилась кровать. Консоль, и здесь еще есть место, чтобы поставить рабочий стол и так далее. Вот там есть место, вот здесь есть место.
Вот здесь уже оформлено освещение, кстати, да, это тоже большой плюс. И посмотрим спальню для взрослых. Вот здесь находится санузел, мы сейчас его посмотрим, он немножечко заставлен. Вот. Но хозяева все личные вещи заберут, поэтому. Вот. Достаточно просторная спальня. Вот поместилась большая двухспальная кровать. Есть место для прикроватных тумбочек. Здесь вот, смотрите, два окна возле кровати и еще вот одно такое окно, которое является дверью, также выходом на технический балкон. Хорошая достаточно планировка. Самое главное, что здесь есть циркуляция воздуха, и здесь достаточно прохладно сейчас, учитывая то, что на улице очень жарко. Ну, вот такой вот шкаф тоже входит в стоимость квартиры. Здесь отдельный санузел. Вот, да, здесь есть какие-то личные вещи. Вот. Хозяева не планировали сначала продавать, но сейчас у них так сложились обстоятельства. Вот, поэтому они не сильно подготовились, не все вещи свои забрали, получается. Вот здесь вот расположен технический балкон, он тоже немножечко заставлен, поэтому я не буду прям туда выходить. Вот, в каждой комнате есть радиаторы. Вот, зимой здесь очень комфортно будет, летом тоже достаточно хорошо. Вот сейчас открыли все окна и хорошая циркуляция. Вот такой вот здесь симпатичный лифт. И здесь 9 этажей, я ошиблась. Здесь сказала, что здесь это 8-этажное здание, здесь 9 этажей в блоке. Вот здесь у нас входная группа, так выглядит. Все лаконично, ничего лишнего. Вот 2 лифта здесь. И вот здесь вот находится пожарная лестница. Парковка находится внутри комплекса. Достаточно, в принципе, парковочных мест. Вот здесь вот так вот. Здесь вот вход. Вот здесь находится главный вход. С той стороны бассейн. Сейчас мы пройдемся. Здесь вот парковка. Напротив различные магазины. Так, вот здесь у нас такой тихий уголок. Журчит водичка. И здесь вот расположен бассейн. Ну, такое вот обособленное пространство. То, что такие высокие деревья уже, да? Вот что мне нравится у Али-Улу, у них во многих проектах очень много зелени. Вот здесь в начале, как бы, получается, парковка, и парковка, она отделена от бассейна. Вот это тоже плюс. То есть бассейн – это такая тихая релакс-зона. Вот здесь горы, кстати, нет. Но у кого нет детей, допустим, да, и кому горки, в принципе, не нужны, вот здесь зато такая тишина, спокойствие. Вот. Но если детки есть вот, пожалуйста, детская площадка. Вот так можно пройти к ней. Сейчас подойдем. Али-Улу засаживают много разных деревьев, и поэтому цветы такое красивое получается. Вот здесь даже тренажеры уместились. Вот пару тренажеров таких вот, как степер или что это, вот пресс можно покачать. Вот такой тренажер. И вот, собственно, детская площадка с мягким таким прорезиненным покрытием. Здесь вот беседка и зона мангала. Мне вот что нравится, здесь все как бы отдельно, никто друг другу не мешает. Вот машины заехали, их не видно. То есть, если вы в бассейне плаваете, вам не мешает, что люди подъезжают, уезжают, а вы там в купальнике, да? Вот здесь, пожалуйста, здесь отдельно машины, вот. Вот здесь мангал, пожалуйста. И даже спортивная площадка поместилась, посмотрите. Небольшая, но зато она есть, баскетбольная. Вот. Здесь вот беседочка. Здесь, пожалуйста, вот дети играют. И вот здесь бассейн. Вот такая вот красивая, уютная, небольшая, но уютная территория. И сам комплекс малоэтажный. Вот мы дошли до набережной. Покажу само расположение, да, комплекса. Вот там виднеется комплекс. Здесь буквально 200-250 метров
Вот сейчас приближу. Видно сам комплекс. Вот написано Лавинья. Алиолу Лавинья. Вот это наш комплекс. Здесь, кстати, очень удобно, потому что вот это вот, во-первых, видите, автобусы ездят. Очень хорошо развит транспорт, я уже говорила. И вот там вот площадку, видите, вот там. Здесь по четвергам, насколько я помню, может ошибаюсь, может четверг или пятница, приезжает базар. Очень большой такой базар. Здесь вот я сейчас иду, пахнет рыбкой. Здесь делают балык и кмейк. Можно поесть кебаб, суп, вон написано, что можно пообедать. В общем, удобно. Если на отдых будете приезжать в свою квартиру, есть где перекусить. Здесь вот, например, делают балык и кмейк. Это очень популярно в Стамбуле. Вот. Причем просто рыбу можно поесть. Есть дорадо, сибас. Итак, мы уже на набережной. Идти здесь буквально 5 минут. Вот. Ну и здесь мы, наверное, будем заканчивать наш видеообзор. Здесь уже и пляж. Вот там я вижу зонтики. Здесь, кстати, народный пляж, как это называется. То есть муниципальный. Вот, находится с той стороны. Вижу купающихся. Вот, и здесь тоже видно. Здесь, кстати, эвкалипты. Вот где я нахожусь, здесь растут эвкалипты. Очень, говорят, полезно. Вот, ну и вот сама набережная. Вот там вот пляж видно. В другую сторону сейчас посмотрим. Тут вот такие тренажеры разные спортивные. Там тоже набережная продолжается в ту сторону. Все подробности об этой квартире вы найдете в описании к видео. Цена этой квартиры 66 тысяч евро. Друзья, если вас заинтересовало наше предложение, пожалуйста, связывайтесь с нами. Все контакты вы найдете также в описании. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Если у вас не грузится YouTube, вы живете в России, то можете подписаться на нас на площадке Дзен. Найдите нас, Вита Имлак, и ссылка на него также будет в описании. Я желаю вам всего самого наилучшего. С любовью из Мерсина. Пока-пока.